Вы часто просили меня показать мой мейкап-туториал, и я это сделала. Сегодня я покажу, какими продуктами я пользуюсь и как я делаю свой повседневный макияж. А самое главное, как я делаю свои губы. А это значит, что я читаю ваши комментарии, я читаю ваши сообщения. Всем привет! Вы на канале Алана Зомби, и прямо сейчас мы начнем с вами делать мой повседневный макияж. Я сейчас все это смою, и мы приступим. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мои социальные сети, потому что там я рассказываю тоже очень много интересного. Все, я уже без макияжа. Итак, начнем. Я уже увлажнила кожу праймером. И теперь будем увлажнять глаза. Я увлажняю глаза Mary Kay. Сейчас быстренько нанесем на область вокруг глаз. И приступим к макияжу. Я наношу вот так вот, вбивая, не растирая, а именно вот точечно, вот так. Я всегда начинаю с бровей, я тон наношу в самом конце. Итак, начнем с бровей. Я пользуюсь гелем от Benefit, вот так он выглядит. Этого геля мне хватает на очень-очень-очень много. То есть и вот этот гель я покупала где-то, с полгода назад. Сразу скажу, что брови рисую я очень странно. Я прорисовываю контур бровей, как я его вижу, потому что за своими бровями я не ухаживаю. Я их не выщипываю, я их не стригу, я вообще с ними ничего не делаю, если честно. Потому что однажды я сходила к бровисту, после чего мои брови очень долго отрастали, поэтому мне сейчас их очень-очень жалко. Я просто намечаю сейчас. Потом я все это буду растушевывать щеточкой для бровей. А теперь заполню саму бровь вот этим же гелем. Не очень плотно. Может быть, есть какие-то варианты, как это можно делать проще и быстрее. Конечно же, есть. Мы не делали. Но я никак не могу к этому привыкнуть и как-то вообще с этим работать. Мне нравится именно вот такой вариант. Опять же, мои подруги все время над этим вариантом смеются. Так, не сильно вот так вот, чтобы просто заполнить сами брови. Потом я их подчеркну тенями, все это будет видно. Все, я заполнила брови, теперь я их хорошенько расчесываю. Распределяю этот самый гель по всей массе. Я прям очень долго могу вычесывать и ватными палочками. Потом по контуру я убираю все излишки. Вот. Главное у основания вот здесь вот хорошенько прочесать. Угу. Сейчас вторую бровь. Угу. Вот так ужасно мои брови выглядят. И теперь мы просто ватными палочками вытираем все, что мне не нужно. Также с помощью ватных палочек, если мне нужно, я их могу делать светлее. Я их просто вот так вот прохожусь по ним. И получаются мои две гусеницы. И вот таким движением я проверяю, ровно или нет. Ну, вроде как да. Да, вот так мои брови готовы. Дальше я наношу консилер. Консилер от Sephora Best Skin Ever. Консилера я не очень много использую. Вот, просто вот так. И у меня есть от старого моего консилера. Мне нравится здесь именно губка. Это, по-моему, Maybelline. Мне нравится растушевывать. Вот так вот консилер. Опять же, вбиваю просто. Надеюсь, среди вас нет визажистов, а меня за это не убьют. Я его просто вот так распределяю, и потом кисточкой распределяю уже по всему глазу. Я не делаю скульптуринг лица, я не наношу консилер на все места, которые нужно по правилам наносить, то есть на подбородок, на нос, на Т-зону я не наношу. Я вот только замазываю синяки под глазами, чтобы выглядеть более свежо. Ну и также по бровям немножко прохожусь, чтобы их чуть-чуть прям припудрить совсем. Теперь переходим к теням.
У меня две палетки. Это, по-моему, Sephora, да, тоже. И NYX. Я здесь использую только светлый оттенок. Сегодня мой такой повседневный макияж, то есть вот такой вот светлый оттеночек я использую, а потом еще прохожусь более темными тенями, чтобы отделить подвижное веко от неподвижного. Еще у меня на все тени только лишь одна кисточка. Это мое ноу-хау. Если я потеряю эту кисть, то будет трагедия. Я сначала прохожусь по контуру брови, его по сути нет, но он есть. Проходимся, чтобы отделить зону. Я, получается, подчеркнула бровь и теперь наношу на веко, на само. Именно вот светлый оттенок. Прям заполняю так, не жалея, возле носа. А там уже как рука ляжет. Главное припудрить и вообще высветлить немножко эту зону. Так, теперь берем более темный оттенок в NYX. Тут уже такая палетка жизни повидавшая. Вот этот оттеночек. Прям чуть-чуть набираем. И достаточно быстро вот так вот я наношу. Чуть-чуть вот так растушевываю. Я особо сильно не запариваюсь, потому что тени такие полупрозрачные. Их особо незаметно, тем более, когда я нарисую стрелку. Главное выделить веко, сделать вот это углубление. Еще иногда я темными тенями, чтобы вытянуть глаза, делаю кисточкой вот такие движения ближе к виску, вот сюда вот так вот выделяю. Но это когда мне хочется такой эффект лисьих глаз, тогда я рисую тоже внутренний уголочек. Все это вывожу. И еще раз пройдемся светлыми тенями, уже просто пальцем. Так, наберем. И прям по веку вот так вот, чтобы сделать чуть более светлым. Так, теперь подводка. У меня подводка, сразу мой топ. Sephora, NYX. И еще одна у меня есть подводка от NYX. Правда, я ее не вижу сейчас. Вот. И еще моя любимая Make Up Forever, именно матовая подводка, но сегодня ее не было. Я купила Sephora. Обычно я рисую, какая первая попадется под руку. Так, стрелки. Стрелки, хорошо, расскажу немножко про стрелки. Я не поднимаю уголочек вот так. Я рисую в основном практически всегда вот так. Могу еще даже ниже опустить. И опять же получается эффект вот таких вытянутых глаз. Мне очень нравится. Ну, а также все зависит от настроения. Могу сделать очень длинную стрелку, могу сделать короткую, могу толще, могу тоньше. Ну, и иногда могу тоже вот прям вот так поднять. Но в основном всегда рисую их такие более ровные. Стрелки я начала рисовать, когда мне было, наверное, лет 14. Мне подруга их сначала рисовала. Эволюция моих стрелок — это тоже отдельный вид искусства, можно сказать. Сначала я намечаю нижнюю часть стрелки, а потом уже вырисовываю всю остальную стрелку. Так, теперь надо попасть, чтобы были более ровные. Так, вот так и всегда сверяю. Как по мне, так вроде ровно. А там уже в процессе буду понимать, насколько мне нужно их еще утолщать, либо что-то где-то стирать. Теперь я рисую вот эту часть. Прорисовываю, а потом уже соединяю с основной. То есть, получается, делаю еще вот такую линию. И вот тут я уже вылезла за контур. Кстати, я всегда беру в основном вот такие ватные палочки. Здесь есть круглая обычная и вот острая, которую очень легко стереть ненужные штуки, особенно если это стрелка. То есть вот здесь вот прям чуть-чуть вылезла. Угу. Так, теперь соединим вот эти части. Вот эту часть стрелки.
Так, я прорисовала, получается, вот эту часть и верхнюю. А теперь буду уже до конца ее вести. Я рисую стрелки от середины глаза. Я практически никогда не рисую целую стрелку. То есть вот всегда вот так. Намечаю плюс-минус середину глаза и веду, чтобы соединить уже с хвостиком. Они получаются такие по форме, как такие, не знаю, треугольники. Что это такое? Угловатые такие стрелки получаются. Сейчас. От теней пыль попала. Носик чешется. В общем, я нарисовала стрелку, теперь я ее заполню. Вот примерно так она выглядит. Сейчас я ее заполню, будет более понятно. Ну, вот такая стрелка получается. Заполняем вторую стрелку. Так, ну все, я заполнила стрелки. Как-то вот так они сегодня выглядят. Следующий этап я беру, опять же, тени от NYX и беру вот этот вот красноватый оттеночек. Набираем его, прям немного, и прохожусь по, я не знаю, что по нижнему веку прохожусь. Вот здесь вот. Чуть-чуть прохожусь. И потом беру оттенок, которым здесь сделала вот этот вот. И еще чуть-чуть растушевываю этот красный. Чуть-чуть растушевываем. Потому что потом еще пальцем пройдемся. Мне нравится этот эффект красных глаз. А теперь пальцем вот так вот, не жалея, растушевываем. Растушевали. Получается такой эффект. Дальше я беру от NYX, это белый карандаш для глаз, но он блестящий, и просто уголочек немножко прям прохожусь по нему. Выделяю его, потому что сверху я сейчас тени положу. Прям вот чуть-чуть. На него тени очень хорошо ложатся. Я сама этот карандаш купила, думала, он просто белый. Не проверила. А он с блесками, он мне немножко не подходит для тех целей, которые я изначально покупала. Выделила. Теперь берем палетку от Sephora. Какой хотите цвет на уголочек. Я вот хочу, наверное, вот этот сегодня цвет. Вот этот. С розовым таким блеском. И прям пальцем вот так вот печатаю, чтобы это было так небрежно. Сейчас кисточкой немножко подправим. Чуть-чуть. Дальше я беру снова подводку. И моя любимая, я делаю точечки прям с краю глаза. Сейчас в уголочке. Делаем. Получается вот такая точечка, я не знаю, видно, нет. Надеюсь, что видно. Но, собственно, макияж глаз практически готов. Осталось нанести тушь. Моя любимая тушь от Vivienne Sabo Cabaret. У них есть два варианта. Это вот такая и есть еще вот такая. Ну, то есть без разницы, можно брать любую. Мне они обе нравятся. Мне именно нравится эффект удлинения, но не объема. Наносим. Все, мы прокрасили ресницы, и я никогда не выкидываю старый тушь, она такая уже сухая, прям совсем сухая. Я немножко прокрашиваю нижние ресницы, прям совсем чуть-чуть, чтобы их просто было заметно. Они были заметны, простите. Так, теперь переходим к коже. Так как у меня проблемная кожа лица, достаточно, у меня очень много пигментных пятен, я использую вот эту штучку от Guerlain Stop Spot. Я не знаю. Приходите и говорите, дайте мне зеленую штучку Guerlain. Она очень прикольно маскирует вот эти все недостатки. Я прям точечно наношу. Она достаточно такая плотная. И особо сильно борщить с ней не нужно. И все, я прям вот так вот пальцем немножко растушевываю, закрывая прям самые такие видные пятна на лице. Теперь переходим к тональнику. Тональник я буду мешать. У меня есть тональник от Chanel. И буду использовать
тональник от Fenty Beauty. Мы их смешаем, потому что один светлее, другой темнее, и у меня кожа как раз сейчас, я приехала с отпуска, немножко такая подзагоревшая. Я прям смешаю на руке. Тональника мне вообще много не нужно, я на лоб практически никогда тональник не наношу. Он у меня всегда отличается по цвету. Так, и Шанель чуть-чуть. Угу. Все это смешиваем и наносим на лицо. Я прям вот так вот. Я люблю легкие тональные основы, я не очень люблю, когда они жирные. Хотя моя проблемная кожа говорит мне о том, что нужно делать иначе. И все, теперь я все это растушевываю кисточкой. Я знаю, что многие против кисточек, и нужно бьюти-блендером или чем-то, пальцами, руками. Я привыкла кисточкой, мне вот так комфортней. Опять же, я не бьюти-блогер, я просто показываю свой повседневный макияж. И меня часто спрашивают по поводу моих губ, как я их крашу. Я закрашиваю тональником свои губы. По лбу я прохожусь вот остатками вот так вот, не сильно. И я еще никогда не закрашиваю шею. Я знаю, что очень многие закрашивают, чтобы сравнять тон. Я не люблю ее красить, мне не нравится. Потом какие-то неприятные ощущения, особенно летом. Все, тон мы нанесли. Дальше румяна. Румянами я практически никогда не пользуюсь. У меня была вот такая штука от соды. Она закончилась, и моя альтернатива — это помада от Smashbox. Вообще, на самом деле, я очень люблю делать макияжи помадами, то есть целиком, за исключением тона и бровей, стрелок. Я прям вот так вот обильно наношу. Я очень люблю, когда розовые щечки. Я хожу как помидор и наношу на нос. Я этой помадой никогда не красила губы, но вот что от нее осталось. И теперь я все это дело растушевываю кисточкой. Смотрим, чтобы равномерно получилось. Я прям люблю эффект вот этого вот розового помидора. Так, все растушевали. Теперь на носу мы пальцем растушевываем. Именно вот сам вот здесь вот кончик, не прям вот саму пипочку носа, а именно вот кончик. Тик-тик. Вот. Кончик растушевали. И следующее также для носа. Темные помады, но у меня MAC, вообще можно любую. Я прям чуть-чуть, прям точечку такую ставлю и тоже растушевываю. Затемняю немножко. Все, получается такой розовенький носик. Дальше я наношу хайлайтер. У меня хайлайтер есть от Sephora, и был вот такой, но он уже закончился. Я люблю розовые оттенки. Чем розовее, тем лучше. Я взяла вот такой вот розовенький, блестючий. Также на палец просто набираю и наношу тоже на кончик носа. Здесь еще можно пройтись уже по носу целиком, но, пускай будет, я на палец набрала, я уже растушевала чуть-чуть. Чем блестючее, тем лучше для меня. Я люблю, когда блестит. Теперь переходим к губам. Самый частый вопрос, опять же, сделать туториал по губам. Нам понадобится 3 продукта. Карандаш от MAC, я не знаю, в каком это оттенке. Тут уже все стерлось. Но, в общем, она должна быть темной. Мы проводим прям такую овальную линию, не подчеркивая вот этот уголочек. То есть прям целиком. Сейчас покажу. Опять же, для эффекта того, чтобы губы казались пухлее, я немножко выхожу за контур. В силу того, что мои губы закрашены тональником, еще будет темная помада, губы кажутся объемней. Вот этот уголок, я его просто сглаживаю, получается. Получается такая дуга над губой. Получается вот такой вот эффект. И закрашиваю немножко саму губу. Не целиком, а так, чтобы карандаш плотнее немножко был, закрасить все контура, чтобы их не было видно. Вот так. И теперь берем помаду. У меня помада тоже MAC. Что это за оттенок? Burn Splice Retro Matte. В общем, темную помаду берем.
Я какую себе нашла, самую темную, такой и пользуюсь. Мне даже подойдет та, которой я кончик носа делаю, то есть неважно. И закрашиваем. Получается вот такая губа. Из-за того, что я так часто крашу губы, мне многие пишут, что ты похожа на Ким Пать с плюсом, но Ким Пать с плюсом была рыжая, а я не рыжая. Теперь берем светлую помаду. У меня также помада от MAC, крем Шин, крем де нюд. Крем де нюд. Она вот такая светлая. Вот такой эффект получается. То есть иногда на видео у меня ощущение, что у меня нижние губы вообще нет. То есть есть только верхние. И мне это очень нравится. И последнее. Расчесываем брови гелем. У меня гель от Vivienne Sabo. Тоже моя любовь. Стоит рублей 200, наверное. Может и дешевле. Он изначально был прозрачным, но из-за того, что я брови крашу гелем, он окрасился немножко. Мне нравится у него щетка. Она большая. Ну, кому как удобно. Мне для моих бровей очень подходит. И расчесываем. Я им практически никогда форму не придаю, я просто их зачесываю наверх. Вот такой повседневный макияж у меня получился. Практически всегда я с таким макияжем хожу. Могу сделать исключение, сделать какие-то акценты на глаза, то есть это яркие какие-то пятна, либо вообще тени яркие, либо подчеркнуть уголок глаза, либо точечки сделать не в уголочках, а снизу. Ну, в принципе, схема одна и та же. Только стрелки могут видоизменяться, и цвет теней может немножко видоизменяться. А так это вот мой повседневный макияж. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно напишите в комментариях, о чем бы вы еще хотели узнать, или что вам еще показать. И не забывайте подписываться на мой YouTube канал, ставить лайки, колокольчики. И, пожалуйста, отмечайте меня в сторис, если вы смотрите мой YouTube канал. Я буду репостить к себе, мне очень приятно ваша отдача. А мы увидимся в следующем видео. Пока!